Приветствуем вас в здравии и в хорошем расположении духа, уважаемые наши подписчики, зрители и гости нашего канала. Мы, авторы канала Раиса Греченко и Александр Волик, в это замечательное ноябрьское утро 2021 года продолжаем тему глобального изменения климата. И мы сегодня вспомним сейчас, для того, чтобы уже раскрыть эту тему 2021 года, вспомним о том, что произошло смещение Северного магнитного полюса и смещение магнитной решетки Земли. И об этом уже говорят все ученые мира разных стран и доказывают это на практике. И особо тревожно сейчас звучат сообщения от ученых, что в 21 веке началось резкое смещение полюса, а именно смещение Северного магнитного полюса со скоростью 50 км в год в сторону севера России. Ну вот эти темы очень интересные. Кстати, я под этим видео, у нас уже 3 видео есть на эту тему. Нужно их смотреть, чтобы понять, начиная с 1, 2, 3. Сегодня у нас 4 видео, и оно посвящено итогу 2021 года. Хотя он не завершился, но мы с вами сможем уже, имея анализ 2021 года, спланировать себе и увидеть декабрь и начало 2022 года. А уже в следующем видео мы посвятим и сделаем анализ 2022 года. Это очень важно знать, чтобы понять, что происходило и как это происходит. Но я вначале хочу вам просто показать несколько мгновений. Есть такие погодные различные сайты. Я открываю карты и наблюдаю уже очень много лет, ну, насколько это возможно, где-то с 2008 года, наблюдая движение вот этих атмосферных потоков. Ну вот смотрите, 23 на 23 вот такой прогноз и вот такое движение идет сверху. Видите, как вот все сверху движется. Ну вот мы сейчас рассмотрим, вот как движутся вот эти потоки холодного воздуха. В данном случае осадки, видите, синим это снег. И какие регионы Евразии это мероприятие с осадками захватывает. И обратите внимание внизу, это юг Европы. Ну и частично наш регион тоже попадает. Вот смотрите, Турция. Вот что будет происходить дальше, 25 и так далее, 26. Вот такая вот интересная картина. И сверху у нас такая вот ситуация. Вот как двигаются, вот смотрите внимательно, как происходит движение. Вот отсюда вот эти потоки двигаются. Вот мы находимся... Сейчас покажу, где мы находимся, вот Измаил, вот здесь, в этом регионе. Мы, получается, что этот регион как-то обходит, не доходит, и вот эти потоки редко когда встречаются, и вот отсюда идет. Кстати, часто идут циклоны из Балкана, и как-то они захватывают и идут на Москву. Вот в Москве часто сообщения о том, что происходят вот такие ливни сильные, отсюда идут потоки, вот, и идут вот из севера. И получается, что и снег здесь, и в данном случае, вот смотрите, на эту дату, 24 на 17, здесь у нас снег, будет засыпать снегом и так далее. Вот какая ситуация. Вот снова же, вот видно очень хорошо, здесь Краснодарский край. На какую дату у нас? Вот, смотрите, на 25-е, 8 утра, вот какое перемещение вот этого циклона южного. Вот каким образом, если они вот соединятся, какие интересные ситуации могут быть дальше. Но я просто хотела вам показать, каким образом я вот наблюдаю погоду всегда. Вот осадки меня интересуют, а еще вот температура воздуха. Вот смотрите, каким образом распределяются вот эти холодные потоки воздуха. Вот они отсюда двигаются. Здесь у нас Салехард. Интересно, вот как сместилось, да? У нас раньше вот отсюда шли потоки холодного воздуха в наш регион. Сейчас вот он идет через юг. Видите, через юг
России. Вот сейчас мы посмотрим, как будут двигаться дальше вот эти потоки. Вот смотрите. Тут идет вот столкновение воздушных теплых масс и вот этих холодных. И вот таким образом рождаются циклоны. Вот что творится. И мы попадаем уже, мы это, сейчас я немножечко подниму карту, чтобы видно было. Я всегда наблюдаю, где мы находимся. Вот у нас еще немного, видите, мы в более-менее теплом регионе, но и к нам уже подбирается холод. Вот мы сейчас посмотрим, как будет меняться. Вот видите, подходит. Откуда подходит? Вот через юг России и забирается. И сверху тоже север. С севера перемещаются холодные потоки воздуха, довольно-таки сильные. Вот как это происходит. Вот такая синоптическая ситуация. А теперь мы рассмотрим, я проанализировала весь год, и она очень важна для того, чтобы понять, что нас ждет в следующем году. Мы с вами осознающие люди, учащиеся. Эта ситуация для нас с вами создана. Земля проходит вместе с нами вот этот процесс квантового перехода, и мы должны учиться осознавать, понимать, зачем это все происходит, воспринимать все и, естественно, использовать в практике своей непосредственной работе, в труде на Земле. Давайте вспомним с помощью вот этой таблицы, что у нас было в этом году. Итак, Сатурн, очень важная планета, он находится в знаке Водолея, эпоха Водолея начинается. Здесь была ретроградность 23 мая до 11 октября. Плутон, холодная планета, тоже находился в Козероге весь год. И ретроградность была с 27 апреля по 6 октября. Уран был в Тельце, ретроградный был с 20 июля и до конца года он находится. И вот эта главная планета, видите, я зарисовала прямо волнами такими. Нептун, отвечающий за все воды, он был все время в рыбах весь год. Но этот период был не всегда такой легкий и простой для Нептуна. С 25 июня по 1 вот уже декабря закончится его ретроградность. Он был ретроградный. Я уже наблюдаю последние годы, в момент ретроградности Нептуна всегда засуха, всегда сухо. Но бывают резкие переходы некоторые, которые провоцируют некоторые другие планеты. Мы сейчас это будем разбирать. Вот после Нептуна наиболее важное значение для осадков имеет планета Юпитер. Мы уже прошли с вами, посмотрели Марс, и вот Юпитер. Получается, в данном случае у нас в 2021 году с 14 мая Юпитер вошел в Рыбы и находился здесь до 28 июля. Это часть момента как раз, когда у нас Нептун, главный правитель вод, находился уже в ретроградном положении. И благодаря вот этому периоду, мы посмотрим сейчас с вами, тоже у нас были осадки. Еще один важный момент – это Венера. Она тоже воздействует своим образом на осадки. Итак, у нас были осадки с 25 февраля по 21 марта. Это было как раз Венера в знаке Рыбы. Затем был период со 2 июня до 27 июня в знаке Рак. И был период еще третий с 10 сентября по 7 октября. То же самое у нас в Скорпионе была Венера, и тоже осадки небольшие были. Ну и сейчас вам покажу и докажу, как это происходило. Что я хочу сразу же ответить на основании вот этой таблицы на вопросы возмущений кого-то из наших жителей, которые живут в Якутии. Так вот, они говорили, ваши рыбы не помогли. Вот все пожары, все, что происходило, у нас тоже была сильнейшая засуха и жара, вот этот период. Период ретроградности Нептуна, он должен, если бы он шел в прямом движении,
то, естественно, мы бы надеялись на дожди и на другую погоду. А так, вот ретроградный с 25 июня до 1 декабря. Вот он не работает в это время, он имеет отпуск в этом плане. Естественно, здесь также, посмотрите, Водолей, Юпитер находится в Водолее с 28 июля, и этот период будет продолжаться аж до 29-12, то есть 29 декабря. Вот этот период, он и тем вот опасен был, и те, кто разбирается и знает, знали бы, что этот период нужно очень аккуратно с огнем быть, и, естественно, если бы было такое желание, не допускали бы вот этих таких сложных ситуаций, когда все сгорало. Ну и мы тоже не исключение в нашем регионе, недалеко от нас, тоже были поджигатели леса, но наши просто пожарные, им большая благодарность, вовремя тушили именно эти пожары, искусственные пожары. Потому что природа все-таки сама воздерживает вот эти сильные энергии, которые сейчас идут. Итак, мы с вами рассмотрели, я ответила, и рассмотрели вот эту схему нахождения планет в разных знаках зодиака и как это воздействует на... В природе все циклично. И я вот делаю себе записи, уже несколько лет веду дневники, в которых записываю температуру днем, ночью, осадки, и записываю, когда у нас новолуние, когда полнолуние, как вот уже даже записываю, вот эти начались зимние шторма у нас именно в этом году, раньше такого не было. Мы тоже их записываем, сколько количество осадков тоже записываем, я вам чуть-чуть позже покажу, еще одна таблица. И вот на основании вот таких карт мы делаем анализ, и мы можем уже сопоставить, имея первую карту, какая планета в каком знаке находится, а также ежемесячные вот такие графики, мы можем уже спланировать примерно, что нас ожидает в следующем году. Но есть вот такие особые закономерности. Прошу обратить внимание на моменты именно новолуния. Новолуние в Козероге, полнолуние во Льве. И сейчас я вам покажу, как это будет происходить вот в следующем году. Просто вот буквально несколько мгновений. Смотрите, у нас январь, то же самое, смотрите, да? Новолуние, правда, другая дата, в Козероге. Полнолуние во Льве. Водолей в феврале, Дева. Но мы будем это следующий год рассматривать, и я вам покажу, как это воздействует вот эти знаки зодиака, в которых происходят вот эти важные переходы Луны из фазы в фазу. Вот то же самое, видите, вот те же самые знаки зодиака и такие интересные происходят события. Хочу сказать, что у нас, вот смотрите, вот этот период первый январский для нас был шоком. Мы впервые столкнулись с зимними штормами, когда в течение суток очень резко меняется температура, вплоть до того, что вечером у нас или днем плюс, и в течение суток, в течение дня до вечера, на следующее утро у нас очень падала температура, очень низко, до минус 18. Вот есть такая вот циферка, видите, это ночная температура. Хотя начиналась вот с плюса, с 0 градусов, и вот такие резкие падения. Мы впервые столкнулись с этим явлением, хотя мы живем на юге Украины. И еще один был зимний шторм у нас с 25 по 28, метель, снег. Это тоже очень такой серьезный был период, сложный. И мы уже теперь знаем, что в каком знаке и с чем это связано. Вот смотрите, снова же полнолуние во Льве. И тоже вот как подготовка к этому периоду полнолуния. В новолуние у нас тоже 13-го, с 11 по 14 снова же был зимний шторм. Вот такая вот интересная ситуация. Наблюдая, записывая все, я советую всем, кто хочет знать погоду своего региона, не надеяться на синоптика, уже сейчас с ними совместно вести вот эти записи и наблюдения. И вы сможете тогда видеть, что
в вашем регионе, какая погода будет. Ну, еще есть в астрологии астрокартография, очень интересная наука, очень много направлений в астрологии. Изучайте астрологию, это увлекательное занятие. Я просто от этого занятия получаю массу удовольствия. Сейчас уже зимнее время, скоро наступает, и я смогу больше уделять внимание изучению этому важному предмету, важной науки. И это настолько интересно, каждый раз углубляешься, ищешь, но вот очень хорошо понимаешь ситуацию, не теория, а когда ты на практике записываешь все, а затем анализируешь, что когда происходит. Ну вот я хочу вам показать, вот уже показала, да, вот до ее, за первое полугодие, каким образом у нас температуры повышались и ночные, и дневные, и каким образом у нас вот резко вот эти переходы были. Причем, смотрите, очень интересные события у нас происходили, резкие, вот когда у нас в мае месяце происходила вот и суперлуния в Скорпионе, и резкое повышение температур было. И то же самое в июне месяце. Очень интересная ситуация, когда температура держалась, вот у нас были осадки, снова же не снежные шторма, а это были циклоны мощные практически весь месяц. И только в конце месяца резко пошла температура вверх, сейчас я покажу, вот так вот, резко пошла вверх, и в июле уже началась жара. Но там еще несколько дождей было, и вот я сейчас вам покажу, как у нас распределялись осадки в 2021 году. А теперь рассмотрим вот эту картину, количество осадков по месяцам, январь месяц. Помните, я говорила о том, что у нас новолуние, полнолуние, как раз 2 снежных шторма. Вот они принесли нам количество такое осадков. Вот этот период довольно-таки длительный, очень хороший. По чуть-чуть, но вот 8 января было 13 сантиметров осадка выпало, а здесь 27-28 целых 20 сантиметров. Для засушливой земли это очень хорошие были осадки и влагозарядка земли. Ну и почему так происходило? Вот такая благоприятная погода была. Нептун был в рыбах. Никто ему не препятствовал. Замечательное положение планеты. И подарки в виде осадков с неба нам поступали на нашу Землю. Идем дальше. Февраль месяц. Здесь у нас та же самая почти что ситуация, Нептун в рыбах весь месяц. И плюс добавляется еще и Венера в рыбах с 25 февраля по 21 марта. Ну вот конец месяца, смотрите, как вот этот переход осуществляется, 25 там несколько дней конца месяца и переход. И вот начинается уже март месяц. Здесь у нас начинаются тоже осадки. В новолуние у нас в рыбах осадки пошли сразу же после новолуния. Видите, как хорошо, 12 сантиметров, 10 сантиметров выпало осадков. И в это время у нас, видите, Нептун в рыбах работал и помогала ему Венера. Очень хорошо до 21 числа. Здесь после 21 уже небольшие осадки. Я их тоже записала, они тоже важны. Все-таки Венера в рыбах хоть что-то, но выполняла. Еще как бы остаточный принцип был Венеры, которая находилась до этого в рыбах. Смотрим дальше. Апрель месяц. Здесь тоже Нептун в рыбах шел спокойно, работал. И здесь были осадки. Их, конечно, было меньше. Марс в Раке был с 23 апреля и до 11 мая. Вот с 23 у нас тут немножечко выпали осадки. Вот именно они и чаще, больше всего были это. У нас период был Девы 23-го. Ну и при переходе очень интересная тенденция. Новолуние, чаще всего в новолуние или при переходе Луны из фазы в фазу выпадают вот осадки. Очень интересная ситуация. И перемена температур всегда идет. Или мягкая, или резкая, но все равно все время идет. Или повышение, или понижение температур. Понижение чаще всего это зимний период. В данном случае уже весна. Здесь тоже вот этот период у нас мы оставляем позади, неплохо. А май месяц очень интересен был тем, что снова же Нептун был в рыбах. Шагал себе спокойно, лил сколько он хотел, сколько желал.
Марс в Раке еще был до 11 мая. И здесь Юпитер в Рыбах 14 мая по 28 июля. Вот здесь уже чуть-чуть лучшая ситуация. Смотрите, вот это уже помог Юпитер в Рыбах. Вот 12 сантиметров у нас 20 мая выпали осадки. И что интересно, я начала наблюдать по дню, стала записывать по времени, когда осадки выпадали на землю. И получается, что 6 20 сантиметров Луна находилась в соединении с Нептуном. Очень интересно, Луна правит балом. И вот в это время как раз были осадки 20 сантиметров 6. Если уж какие-то планеты не помогают, то здесь вот соединение Луны. Далее еще очень интересные тоже будут, посмотрим с вами ситуации. И тоже вот осадки благодаря вот этим аспектам на небе. Июнь месяц смотрим. Июнь месяц здесь вот как раз у нас больше всего было осадков. И это связано с тем, что вот до конца месяца у нас Нептун до 25-го был в Рыбах, он был силен. Далее Марс в Раке до 11 июня был. Юпитер в Рыбах был до 28 июля, то есть весь июнь он был здесь, правил балом. Юпитер любит в Рыбах дарить осадки. Венера в Раке со 2 июня до 27 июля. И вот смотрите, какая ситуация. Очень много осадков. Ну, вы сами знаете, многие регионы просто-напросто весь июнь мы только успевали обрабатывать растения против грибковых заболеваний. Вот в течение нескольких часов 20-го выпало 30 сантиметров осадков. Иногда у нас даже в месяц такое количество, даже в периоды, когда очень хорошо осадки у нас выпадают, такого не было. А вот здесь, смотрите, 20 сантиметров 15, 16, 20, 2 июня 20 сантиметров. Очень много осадков было в этом месяце. И сейчас посмотрим, что произошло после того, когда Нептун в Рыбах остановился и попятился назад. Это ретроградность была. Продолжаем. Июль месяц. Помним, что Нептун у нас уже ретроградный. Он уже не может лить воду на Землю. Его сдерживают энергии космические. Что происходит? Вот 5-го у нас были очень хорошие осадки. Очень. 35 сантиметров тоже это ливень был. И я наблюдаю снова же. Ага, 5-го записала. Луна в секстиле к Нептуну. Как раз вот этот период с 0 часов до 14:20 у нас были вот эти прекрасные осадки. Ну, это ливень не сильно хорошо, но хотя бы вот это июль месяц. Смотрите, еще как бы энергии были с июня, 15 сантиметров 2-го, 5-го вот 35, 6-го 5 сантиметров. Все, это все осадки у нас уже в июле. Что у нас, вот эта ситуация, хочу сразу объяснить, секстиль, это гармоничный аспект Луны к Нептуну. Вот Луна вместе с Нептуном, все-таки, хотя он ретроградный, а вот они совместно создали вот этот гармоничный аспект, и мы получили осадки в виде ливня, дождя. Это был хороший ливень, без града. Ну, Нептун у нас ретроградный, Юпитер в Рыбах. Вот с 1-6 до 28-07, то есть до 28 июля. Но вот, видимо, вот эта часть работы в начале, когда Юпитер до перехода в другой знак, он тоже внес свою лепту, но больше здесь работала Луна в секстиле к Нептуну. Август месяц, всего 2 дня и всего 2 небольших дождя, 19-го в Козероге и 28-го в Тельце. Снова же 19-го Луна была в секстиле к Нептуну, и 28-го снова же Луна в секстиле к Нептуну. Очень интересная ситуация. Вот нужно будет тоже внимательно изучать, какие периоды, что мы можем вот использовать, ожидать какие-то осадки. В данном случае у нас в Измаиле вот такая ситуация была. Идем дальше, сентябрь. Снова же засуха, снова же очень долго мы ждали дождя, но 18 только сентября небольшой был дождик, 1 сантиметр промочила землю.
В рыбах выпало тоже 11 сантиметров 20 и 21 на полнолуние аж целых 5 сантиметров. Уже помыла хотя бы травку, дорожки, и уже чуть-чуть было подышать стало свободнее. 21 снова смотрим. Луна в секстиле к Юпитеру, тоже хороший аспект. И мы получили осадки. Вот такое вот в такое время с 22 часов до 3 часов следующих суток, 20 вот 21 до 20, да, 22 получается, до 3 часов ночи. Снова же здесь Нептун ретроградный, Венера в Скорпионе только с 10 аж сентября и будет до 7 октября. Но это, видите, здесь мало она какие-то воздействия проводила, но хотя бы чуть-чуть помогла, вот когда Луна в секстиле к Юпитеру, помогла и нам хотя бы небольшие осадки подарила небо. Октябрь месяц, здесь чуть-чуть лучше ситуация. Здесь Луна в секстиле к Нептуну поработала 13-го, 15-го Луна в соединении с Юпитером, тоже прекрасно поработали. Ну и Луна в квадрате к Венере 12-го, видите, очень хорошо, 13-го в секстиле снова к Нептуну, в Козероге были осадки, и это был переход Луны из первой во вторую фазу, 23 сантиметра выпало, это шикарно было. 15-го было 15 сантиметров, это Луна в соединении с Юпитером, замечательный аспект. Вот, и всего-навсего в Венере у нас, ну, Луна в квадрате к Венере, 10 сантиметров, это в знаке Рыбы Луна находилась, очень хорошо, тоже 10 сантиметров у нас уже появились осадки, хотя Нептун еще был ретроградный. Так что, видите, когда Нептун завязан и пятится назад, то вступают иногда вот такие аспекты в работу и нам дарят с неба вот эти очень долгожданные осадки. Ноябрь месяц, он почти уже на финишной прямой. Что у нас было? Первого 2 сантиметра осадки в Деве Весы, второго в Весах 4. И вот в Козероге снова 20 сантиметров. Вот я замечаю, Козерог любит осадки. Тем более, что у нас планеты в Козероге, вот Плутон, видимо, тоже воздействует. Плутон, Козерог, это холод. Вот они дарят вот эти важные влажные капельки для Земли, для растений, для нас. И что у нас было по аспектам? Первого Луна в квадрате к Венере, второго Луна в трине к Юпитеру и 9-го Луна в секстиле к Нептуну. Вот секстиль к Нептуну дает всегда очень хорошее количество осадков. Нептун пока ретроградный, но Марс в Скорпионе, смотрите, с конца октября до 13-го будет находиться декабря. Очень хорошая ситуация, тоже возможны осадки, и они у нас вот снова были сегодня, а мы записываем это видео 23 ноября 2021 года. Ну и давайте еще рассмотрим декабрь. Какая может быть погода? Погода, смотрите, с 1 декабря Нептун уже в Рыбах будет в прямом движении. Начнется уже, закончится ретроградность. Нептун наконец-то будут развязываться его руки. И здесь мы можем ожидать уже довольно большое количество осадков. Плюс в конце месяца, перед Новым годом, 29 декабря, Юпитер тоже перейдет в знак Рыбы. И здесь будет он находиться, очень важный период. Я сейчас покажу. Далее давайте рассмотрим 2022 год. Вот общая картина на 2022 год. Все планеты, в каких знаках. У нас Сатурн снова же в Водолее. Целый год будет находиться Плутон в Козероге целый год. Уран будет находиться в Тельце весь год, с 1 января до конца. Нептун у нас будет находиться в Рыбах. Но здесь тоже, видите, ретроградность начинается с 28 июня и по 3 декабря. Это ретроградность. Напоминаю, что это засуха. Но
здесь очень интересно, здесь и высокие температуры, но здесь еще будут интересные события, которые могут помочь нам вот получить еще осадки. Вот смотрите, Юпитер, он до 11 мая будет в Рыбах, а затем в Овне, тоже жара. Видите, как это все у нас совпадает. И здесь же будет у нас он ретроградный Юпитер в Овне с 28 июля и до 24 ноября. Ну а в Рыбы он перейдет из Овна 28 октября и будет находиться в Рыбах. Сейчас я чуть-чуть по-другому. Вот смотрите, я вот вывела эти планеты, которые влияют на погоду, на наши осадки, потому что для земледельцев, садоводы, огородники, цветоводы и все, кто занимается земледелием, очень важно, чтобы были осадки. Но вот такая вот ситуация. Нептун у нас целый год в Рыбах, Юпитер будет в Рыбах до 11 мая и затем аж после 24 ноября. Немного будет помогать в это время Венера, ну это незначительно, я уже видела, показывала вам, как это происходит в 2021 году. И в Рыбах будет Марс, снова же видите, у нас май месяц, середина где-то мая, да, это середина, с 11 мая, с 10 начинается вот этот период своеобразный, засушливый. Возможно, черная луна в Раке будет потихонечку нам помогать. Ну и аспекты Луны будут помогать. И вот смотрите, вот этот красный период, вот он у нас довольно-таки длительный. Там ретроградность у нас, ретроградность Нептуна будет у нас с 28 июня. И получается, что где-то июль снова у нас будет очень жаркий, август и сентябрь очень жаркий. Ну, а октябрь уже, естественно, будет попрохладнее, но это тоже снова же засушливый период. Можем надеяться только, что с 14 сентября немножко еще подключится белая луна. Черная и белая луна, вот они могут внести свою лепту. Но вот этот период я почему выделила вот таким красным, это то, что у нас и жарко будет, и в это время осадков будет мало. У нас это очень сложный период будет, летний. Он будет чем-то похож на прошлогодний, но здесь будет больше осадков вот до мая месяца. Запас влаги все-таки будет. Но у нас будет холод давать Сатурн в Водолее, Плутон в Козероге, Уран в Тельце тоже. Они тоже свою лепту внесут. То есть рано не будет у нас происходить физиологическое развитие растений, просыпание. Будет очень сложно происходить до мая месяца. Если у нас на юге это происходило раньше с марта месяца, видите, смещение будет 1,5 на 2 месяца даже смещение. Начало вот этого резко будет начало теплого периода в мае месяце. И, естественно, летний период мы с вами, жара, должны подготовиться. Вот здесь немного будет воздействовать Венера еще, теплый период, но это уже ноябрь, декабрь. Это такие проблески, резкие колебания температуры. Что мы можем с вами с этого графика, с этой схемы, которую я вывела, для себя взять? Ну, в первую очередь, это общая тенденция. Мы будем еще рассматривать в следующем видео по культурам, по растениеводству, все вопросы. А сейчас хочу вам сказать, это сегодня мы завершим на этом видео, и так много очень цифр, графиков. Мы должны с вами подготовиться к тому, что мы в мае месяце резко начнется тепло, но не раньше мая месяца, не раньше 10 мая мы сможем с вами высаживать в теплицах. Со 2 числа начинается вот период этот хороший. Ну, лучше, конечно, где-то с 8, 9, 10. Вот этот период мы должны использовать для посадки этой теплицы на юге. Я вот этот период рассчитываю снова использовать, потому что до этого времени будет холодно. И для теплиц снова же
Водолей, конечно, поработает, Сатурн в Водолее будет работать на том, чтобы выхолаживать почву, Плутон в Козероге тоже будет работать, это знак Земли, тоже выхолаживать будет. Ну, Уран в Тельце, он нас испытывает постоянно, смотрите, сколько у нас планет, которые у нас будут вот таким образом готовить к тому, чтобы мы вот этот период летний, очень такой интенсивный, жаркий, использовали для выращивания овощных и других культур. Что мы можем для себя понять? Во-первых, кто-то мне уже написал, что мы что будем сеять в мае месяце. Ну вот посмотрите, сеять открытый грунт, естественно, это уже май месяц. Но если вы будете позднеспелые какие-то сорта высевать, ну, для юга мы, естественно, успеваем хоть что-то, хоть первый какой-то урожай собрать. Для северных регионов это будет ситуация совсем другая. Там более быстрее будет начинаться холодный период. Поэтому очень короткое лето нас ожидает. И мы можем с вами, я смотрю, что мы можем, если нам, допустим, томаты высаживать в мае месяце, в рассаде 2 месяца, отнимаем, это мы, получается, февраль. Можем снова же сеять в благоприятный период, март, там пикировка, и выращивать рассаду и готовить к тому, чтобы в мае месяце в теплицах высаживать. Открытый грунт будет у нас еще испытания, связанные с этими прохладными резкими перепадами температур, которые будут нам организовывать Плутон в Козероге. Это он уж старается в 2021 году, старался изо всех сил, Сатурн тоже. Они до ретроградности своей, Сатурн в ретроградность уйдет 4 июня, а Плутон 29 апреля. Поэтому вот эти две планеты будут, естественно, создавать очень сложные условия для того, чтобы мы выращивали более ранние сроки, ту же картошку высаживали, корнеплодные высевали и так далее. Вот эту информацию мы с вами имеем, и поэтому мы готовимся к тому, что мы с вами начинаем сезон свой в первых числах мая. Ну, а, естественно, открытый грунт, вы думаете, когда вы будете сеять, у кого как, и рассчитываем на короткое. Ну что, дорогие наши зрители, подписчики, участники социальных групп в соцсетях, утомили мы вас своими цифрами, таблицами, а ведь это все наша с вами жизнь в 2021 году. Она вот в этих графиках, в этих цифрах, в этих датах. И это все составляет вот наш земледельческий астрологический год. Это и есть агрогороскоп, который мы составляем. Но это еще не все. Я наблюдаю еще за некоторыми другими участниками космических событий. На сегодня, я думаю, достаточно. Мы, авторы канала, готовили тщательно это видео. Очень сложно, очень много материала. Но я думаю, что мы с вами подготовимся к следующему году. И очень длительный период нам поможет зимний для того, чтобы мы самое главное выполняли, учились. Потому что осознание, оно приходит с помощью знаний. Помните высказывание «учение свет», а не учение тьма? А нам время будущего – это время света, и нам нужен этот свет, нам нужны знания. Давайте будем эти знания восполнять, учиться, анализировать, изучать. У нас очень много на канале есть технологических различных видео. Изучайте. Есть с 2016 года видео, они уже устарели, но они нужны для того, чтобы могли сопоставить, как мы работали раньше и что нужно сейчас внести, какие-то изменения для того, чтобы получать урожай. Потому что полностью меняется вот эта климатическая картина, погодная, температурная и все, что связано с перемещением вот этих потоков атмосферных, которые идут с севера к нам, и, естественно, вот эти все перемещения, смещения вот этих вихрей, северный полюс, как он работает, как это воздействие идет на нас и на нашу Землю, потому что мы все с вами здесь для того, чтобы самим прийти к осознанию того, что мы творцы, и помочь
нашему главному партнеру, на котором находится наш дом. А наш дом – это земля, это мужественная душа, это очень сильная душа, которая согласилась уснуть для того, чтобы мы с вами, человечество, такие проводили здесь испытания, когда мы спали, ну и когда просыпаемся, тоже продолжаем творить чудеса. Ну, иногда чудеса в кавычках. Прощаемся с вами на этой позитивной ноте, потому что все, что не делается, к лучшему. И мы с вами это все пройдем. Мы обучимся, и осознание придет, и мы с вами такие будем дальше творить прекрасные дела на земле, выращивать прекрасные овощи, в садах плоды и ягоды. Очень много новых культур появится. Те, что не проходят вот эту трансформацию сейчас, вот они будут уходить и уходят из земли, но будут появляться новые. Так что все впереди, все хорошее только-только начинается. До новых встреч на нашем канале. Будьте здоровы. Пока-пока.